Сегодня мы разберем просто огненную 361 главу манги Черного Клевера. Наконец-то появилась информация насчет возвращения Асты обратно в королевство Клевер. Но чтобы его появление оказалось таким эпичным, я никак не ожидал. И что же теперь будет делать Люциус? Ах, да, антагонист раскрыл свои карты, и сейчас там творится полнейший пиздец. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 361 глава манги Черного Клевера, переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку, так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. Давайте для начала обсудим самое вкусное, а именно скорейшее возвращение Асты, которого многие читатели ждут с момента 353 главы после завершения пиршества в стране Хина. И вот, этот момент наконец-то настал. После того, как Нахтам была объявлена операция по поиску и возвращению Асты, нас таки перемещают к черным быкам, которые отправились в одно уже очень нам знакомое место. Ванесса вместе с товарищами прибыли в Ведьмин лес, чтобы непосредственно обратиться за помощью к всезнающей королеве ведьм, говоря, что если им и нужно кого-нибудь найти, то лучше королевы ведьм, способной помочь в этом вопросе, не было в этом мире. Сама же королева ведьм уже предсказывала прибытие Ванессы и поэтому не была удивлена их приходу в Ведьмин лес. Она также сообщила черным быкам, что Аста жив и сейчас он находится в чужой стране, подразумевая под этим страну солнца. Эта новость была именно той, которая была нужна ребятам, ведь так они смогут выдохнуть с облегчением, зная, что их дорогой товарищ все еще жив. Однако была и плохая новость, ведь по словам королевы ведьм, страна Хина находилась очень далеко и просто так телепортироваться туда и забрать Асту не выйдет, поскольку расстояние между материком и островным государством было действительно очень большим. Но тут появляется Дороти, заявив, что для того, чтобы победить Люциуса, им позарез нужен Астер и его сила, поскольку противник никак не способен отслеживать его будущее. А вот проблему огромного расстояния, которое не осилит обычная пространственная магия, она считала пустяковой проблемой, сказав, что если объединятся три сильнейшие ведьмы этого поколения, Дороти, Ванесса и королева ведьм, то в таком случае они смогут сделать вообще что угодно. И поначалу королева съязвила, говоря, что неужели они думают, что после того, как они без разрешения покинули Ведьмин лес, то вернувшись, у них получится провернуть что-то подобное. Но бузить она долго не стала, поскольку понимала, что Люциус представляет угрозу не только королевству Клевер, а всему миру. И значит, пострадает и Ведьмин лес. Поэтому королева выделила эту миссию как то, что они обязаны сделать, отбросить все разногласия и сплотиться для спасения мира. И затем нам демонстрируют огромный магический круг с вписанными рунами. Все три сильнейшие ведьмы сплотятся, чтобы вместе запустить экстремально сложную магию под названием Врата Судьбы, центром которого станет Финрал, которая, наверное, будет катализатором пространственной магии. Это заклинание или магия, как выразилась Дороти, способная позволить встретить любого человека, несмотря на расстояние, которого они хотят увидеть. И это просто офигенно, ребятки. Три величайшие ведьмы, похоже, собираются использовать одно из древних заклинаний, которым обладала королева ведьм. Они, по сути, собираются призвать Асту обратно на родину. И я надеюсь, нам покажут запуск Врат Судьбы, поскольку выглядит это очень интересным. Ну и, собственно, на следующем фрейме нам показывают Асту, который готов уже вернуться домой. О чем, собственно, нам говорит комментарий редактора, где написано, что приближается время отправления в бой. И похоже, что уже совсем скоро, возможно даже в следующей главе, Аста вернется, или нам перед этим немножко покажут, как его будут возвращать. И мне больше бы хотелось увидеть второй вариант, ведь так мы сможем лицезреть и активацию древнего портала, и реакцию черных быков на возвращение главного героя. Так что уже совсем скоро к Люциусу вернется его любимая заноза. И вот его реакцию на возвращение Асты и вообще на
то, что он жив, мне хочется посмотреть больше всего. Ну а как же там был сейчас сам антагонист? После столь быстрой и ошеломительной контратаки Юна, Люциус был сражен наповал. Более того, развеялась его форма единения с дьявольскими силами, и все выглядело так, как будто атака принца королевства Пик была смертельной. Юна достиг своей цели и доказал, что он так же, как и Астер, способен одолеть босса и зачинателя апокалипсиса. Гордо заявил, что он победил. И кто бы что ни говорил, но этот персонаж действительно трудился над собой для того, чтобы стать сильнее. И все потому, что пока не было его лучшего друга, он должен был быть в состоянии справиться с защитой королевства Клевер от неминуемой угрозы. Плюс еще на его плечи лег долг защиты и королевства Пик. Это действительно тяжелая ноша, ведь не каждый способен справиться с защитой собственной страны, а принцу королевства Пик нужно совершенствоваться было еще больше. Так и еще он старается соответствовать по силе своему сопернику Асте, по сути пытаясь угнаться за непреодолимым антимагией. Однако, не успев заявить о своей окончательной победе, за спиной Юна внезапно появляется Люциус, и словно ничего и не было, антагонист атакует своего противника. Сейчас Гринбериал был просто сбит с толку, он не понимал, что происходит, ибо прямо перед его глазами было видно изувеченное тело противника. Юна был уверен, что он точно прикончил Люциуса, и это не было никакой галлюцинацией, но тогда он не понимал, откуда здесь взялся второй Люциус. После чего, разрушая город, используя магию гравитации Люцифера, антагонист любезно решил объяснить нам суть происходящего. Поскольку сейчас он обладает магией души, тела, костей и крови, он способен создать дубликаты самого себя, считая, что даже если они и действуют больше не согласно его предсказаниям, то это никак не изменит их исход. По словам Люциуса, его план был по-прежнему безупречен, и даже если появились некие недочеты, то их судьба была все равно сочтена. Он имел в своих руках все, чтобы создать на этой земле с нуля абсолютно новый мир, а сам антагонист снизойдет с небес и будет править этим миром как истинный король магов. После чего нам показывают вообще лютую картину. Все это время над королевством Клевер за областью заклинания Неверленд находилась некая платформа слэш-база противника, где находился оригинальный Люциус. То есть все это время Юна сражался даже не с самим антагонистом, а с его дубликатом. Когда истинное тело спокойно себе чилило на платформе, контролируя ход сражения и соединяя в себе все 4 вида магии. Юна, конечно, все еще был немного обескуражен таким гениальным ходом противника, но раз уж оппонентов было двое, тогда он готов был прикончить и этого Люциуса. Вот только антагонист не говорил, что дубликатов было всего 2, после чего нам показывают целое множество дубликатов, еще и в истинном обличии единения с очищенной силой дьявола. Не, ну ребятки, это просто жопа, мягко говоря. Еще неизвестно, насколько сильны каждый из дубликатов, ведь они могут как делить силу основного тела, так и питаться от одного источника, и тогда каждый из них обладал полным потенциалом. Это были не обычные клоны, а по сути полноценные тела из плоти и крови, которыми, наверное, управляет антагонист с помощью магии души, хотя это может действовать как-то по-другому, поскольку больше объяснений относительно этих дубликатов не было. Но какой бы из вариантов мы ни выбрали, все они представляют огромную опасность. Теперь Люций полностью переломил преимущество в свою сторону, ибо насколько бы сейчас не был силен Юна, если у него нет спрятанного козыря в рукаве, о котором мы говорили в этом ролике, тогда у него, к сожалению, нету шанса. И тут уж без Асты ему никак не обойтись, и даже сам Люциус сказал, что Гринбериал был сильным противником, намекая на то, что это действительно их конец. Теперь же в тех рыцарях магов, в которых еще теплилась надежда после того, как они получили усиление способностей от Неверленда, теперь они окончательно отчаялись. Однако Ноэль, несмотря на действительно безумно ужасающую ситуацию, не отчаивалась, говоря, что надежда все еще есть. И это был Аста, которого вот-вот перенесут на этот материк. Тут уже действительно интересно, как же отреагирует Люциус на то, что тот, кого он прикончил собственными руками, все еще жив. И это черное бельмо на глазу, действие которого он никак не может предвидеть, начнет снова вставлять ему палки в колеса. В таком случае ему точно придется использовать магию времени для того, чтобы отправиться в прошлое и окончательно уничтожить Асту и его влияние на этот мир. Ролик на эту тему, кстати, вышел совсем недавно, так что
если вы еще не смотрели его, то можете с ним ознакомиться. Эта глава поразила меня так же, как и Юна, который просто офигел от множества дубликатов Люциуса. Но вместе с этим автор порадовал нас и скорым возвращением Асты, еще и сделал это так эпично. Ну а самое приятное это то, что перерыва на следующей неделе не намечается, а значит продолжение будет уже совсем скоро. Ну и также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.